Видео мастер-класс по вязанию игрушки китенок. Кладем нитку на палец, делаем вот такую петельку, вводим крючок и вытягиваем рабочую нить. Затягиваем. Это начальная петля. Дальше вяжем 2 воздушные петли. Заводим крючок за рабочую нить и вытягиваем ее. 1, еще раз, 2, 2 петельки. Затем вяжем первый ряд 6 столбиков без накида вот в эту первую петлю. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязываем вместе первый столбик без накида, в эту же петельку вытягиваем нить, провязываем вместе второй столбик без накида, сюда же третий столбик без накида. Все столбики вяжем в одну петлю. Четвертый, пятый, шестой. Теперь вводим крючок в первую петлю. Петелька состоит из передней части петли и задней части петли. Вот под 2 вот эти ниточки вводим крючок, цепляем нить и протягиваем через эту петлю и сразу через петлю на крючке. Это соединительный столбик. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Во втором ряду будем вязать прибавки. В каждую петельку по 2 столбика без накида. Вводим крючок в следующую петлю. Вытягиваем нить и вяжем 1 столбик без накида. Ставим маркер. И в эту же петельку вяжем второй столбик без накида. Это мы провязали одну прибавку. В ряду будет 6 прибавок. 1 прибавка в следующую петельку. Вторая прибавка в следующую петлю. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая прибавка. То есть 2 столбика в одну петельку. И в конце второго ряда у нас получилось 12 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем третий ряд, 1 столбик и прибавка. Вяжем следующую петельку 1 столбик без накида, ставим маркер, в следующую петлю прибавку, то есть 2 столбика без накида, 1, 2. И так вяжем до конца ряда 6 раз. Еще 1 столбик без накида, вторая прибавка, еще 1 столбик без накида, третья прибавка, столбик без накида,
4-я прибавка, столбик без накида, 5-я прибавка и последний раз столбик без накида, 6-я прибавка. Провязали 3-й ряд, и в 3-м ряду у нас получилось 18 столбиков без накида. 4-й ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавка. Вяжем 1 столбик, ставим маркер, второй столбик вяжем и прибавочку. 2 столбика в 1 петлю. До конца ряда повторяем так 6 раз. 1, 2 столбика, прибавочка. 1, 2 и прибавка. Можно не считать количество прибавок, вяжем до маркера. 5, 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И 1, 2, 6-я прибавка. В 4-м ряду у нас получилось 24 столбика без накида. Следующие 2 ряда, 5-й и 6-й, мы вяжем без изменений, без прибавок и убавок по 24 петли. 2 ряда. Вяжем 1-й столбик, ставим маркер и вяжем в каждую петельку по 1 столбику. И в ряду их будет 24. Провяжите 2 ряда самостоятельно. Провязали 5-й, 6-й ряд, получилась вот такая деталька. В следующем 7-м ряду вяжем очень внимательно. Здесь мы будем вывязывать хвост и плавники. Маркер можно не ставить. Значит, закончили вязать 6-й ряд и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее обратно по цепочке вяжем 3 полустолбика с накидом. Вязать будем во вторую от крючка петельку. Петля, которая на крючке, мы не считаем. Вот 1 петелька, вот 2 петелька. Вот в эту вторую мы будем вязать 1-й полустолбик с накидом. Как он вяжется? Делаем накид на крючок, вводим крючок в петлю, вытягиваем рабочую нить. У нас на крючке получилось 3 петли, и все 3 петли мы провязываем вместе. Опять цепляем нить и провязываем все 3 петли вместе. Мы связали полустолбик с накидом 1. В следующую петельку вяжем 2-й полустолбик и в следующую петельку 3-й накид, вытягиваем нить и 3 петли вместе. Теперь вот в эту же петельку, из которой в последнюю петлю 6-го ряда, мы вяжем соединительный столбик. Вводим крючок, цепляем нить и протягиваем через эту петлю и сразу через петлю на крючке. Дальше вяжем такую же деталь 2-й раз.
4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И назад по цепочке 3 полустолбика с накидом. Накид. 1, 2 во вторую петельку. Полустолбик с накидом. 1. Накид. В следующую петлю вытягиваем нить. 3 вместе. И еще 3 раз накид. Следующую петельку вытягиваем 3 вместе. И опять вот в эту же петлю соединительный столбик. Вытягиваем нить и сразу протягиваем через петлю на крючке. И делаем третий такой элемент. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Во вторую от крючка 1, 2. Полустолбик с накидом. 1. Накид. 2 и 3. Следующую петельку. И вместе. И соединительный столбик опять вот в эту петлю. Вытягиваем. Немножечко подтянуть ниточки. И протягиваем сразу через петлю на крючке. Получился вот такой хвост у нас. Дальше вяжем столбики без накида. В каждую петельку по одному столбику. Всего 6 столбиков. Вот в эту петельку, это у нас последняя, и в следующую начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем плавник. Точно так же, как вязали хвостик. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую от крючка петельку вяжем столбик, полустолбик с накидом. Накид. Цепляем нить и 3 петельки провязываем вместе. 1. В следующую петельку 2 полустолбик с накидом. И в следующую петельку 3. За последнюю петлю, вот за эту боковую стеночку, вяжем соединительный столбик. И дальше 12 столбиков без накида в каждую петельку. В следующую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 12 столбиков провязали и вяжем второй плавник. Опять 4 воздушные петли. Накид во вторую от крючка. 1 столбик. В следующую петлю 2 столбик, полустолбик с накидом. И в третью петлю 3 полустолбик с накидом. И в боковую стеночку вот этой петли вяжем соединительный столбик. И до хвоста у нас должно остаться еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем столбики без накида. Четыре, 5 и 6 перед хвостом. Все, 7 ряд
закончен. У нас получилась вот такая деталька, верхняя часть головы с плавниками и с хвостом. Дальше нижнюю часть мы будем вязать белой пряжей. Для этого нам нужно сменить цвет. Как будем менять цвет? Последняя петля, немножечко ее распускаем, оставляя 2 петли. То есть у нас получается недовязанная петля. И завершать эту петлю мы будем уже другим цветом. Прикладываем белую ниточку и завершаем петлю уже белым цветом. И следующий 8-й ряд мы вяжем по кругу ровно 24 петли. Значит, смотрите, эта петелька у нас была перед хвостом. Следующая петля должна быть. Смотрим вот по этим столбикам. То есть вот сюда не пропускаем. Хвостик сюда откидываем. И вот в эту петельку вяжем первый столбик. Без накида. Обычные столбики. 1. В следующую петельку 2, 3, 4, 5, 6. То есть до плавника у нас должно 6 петель быть. Зеленую ниточку отрезаем. И вот эти хвостики завязываем между собой. Сильно очень не затягивайте, иначе в эту петельку потом трудно будет вязать. Ну, еще на 3 узелочек на всякий случай. Дальше плавничок на себя откидываем и вяжем. Смотрите, в эту петлю, то есть в следующую петельку, вот сюда. Откидываем на себя. Вот в эту петельку вяжем следующий столбик. Чтобы не ошибиться, считайте не 24 петли в ряду, а вот таким образом. До плавника 6 и до следующего плавника должно еще 12 быть. Давайте проверим, чтобы все было правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. Дальше опять отводим плавничок. И вот здесь у нас еще 6 петель должно быть. За плавником находим петельку и проверяем себя, правильно мы ее нашли или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Довязали до белой нити. Если вдруг у вас здесь получилось не 6, а 5, распустите, значит вы где-то потеряли, то есть на одну пропустили одну петельку около плавника. Все, следующий ряд, 8-й, мы связали белым цветом 24 петли. Вот такая деталька у нас получилась. Теперь мы будем делать убавки, закрывать нижнюю часть. Вот на этом этапе можно вставить глазки. Вставляем глазки. От плавника вставлять будем вот в этом ряду. То есть первый цветной ряд между первым и вторым цветным рядом. Отсчитываем от плавника 1-2 столбика и вставляем глазки.
один глазик. С этой стороны отсчитываем от плавника 1-2 столбика и вставляем между рядами глазки. Проверяем, чтобы ровно глаза стояли. И теперь закрепляем. Берем заглушку, одеваем, прижимаем сначала одной рукой и потом двумя руками вот так зажимаем. Один глазик и второй. Все. Глазки на месте. Вы можете попробовать поставить поближе и посмотрите, как вам понравится. Перед тем, как зажимать, ставим оба глаза, проверяем, нравится вам, не нравится, ровно, неровно, а потом уже ставим заглушки. И вяжем игрушку дальше. 9 ряд. Здесь маркер можно уже не ставить, потому что видно, где заканчивается ряд. Вот здесь за хвостом, где смена цвета. Это начало ряда. Если вам так сложно, можно поставить маркер. Вяжем 2 столбика и убавка. И так повторяем 6 раз до конца ряда. Вяжем 1 столбик без накида. Второй столбик без накида и убавка. Убавку вяжем следующим образом. Вставляем крючок в петельку, цепляем нить, вытягиваем и не провязываем. Опять вставляем крючок в следующую петельку, вытягиваем. На крючке у нас получается 3 петли, и все 3 петли провязываем вместе. То есть у нас из 2 петелек получилась 1. Вот это называется убавка. И так вяжем до конца ряда. 1, 2 столбика без накида. Дальше в один, в другой. 2 столбика провязываем вместе. Убавка. Еще раз. 1, 2 и 2 столбика вместе, убавочка. Это у нас 3-й ряд. 3-й раз. Так, 1, 2, 4-я убавка. Один, 2, 5-я убавка. И еще раз. 1, 2, 6-я убавочка. Вот мы дошли до конца ряда. Начало ряда, вот оно, это уже будет следующий ряд. Итак, в 9 ряду у нас получилось 18 петель. Следующий 10-й ряд. Вяжем 1 столбик без накида и убавка. Провяжем 1, поставлю маркер. И убавочка в одну петлю, в другую петлю и 3 петельки провязываем вместе. И так повторяем 6 раз до конца ряда. 1 столбик, убавка, третий раз столбик, убавка,
4 раз столбик, убавка, 5 раз столбик, убавка и 6 раз столбик, убавка. Мы закрываем отверстие. Видите, уже маленькое стало. Убавочки делаем, и у нас донышко вот так закрывается. Итак, в 10-м ряду у нас осталось 12 петель. Теперь нужно набить игрушку. Хвостик вот этот немножко вытягиваем и наполняем игрушку холофайбером. Добавили холофайбер, и нужно его распределить вот сюда по краям равномерно, не только в серединку, но и вот сюда вот по краям распределяем и добавляем еще немного. И вяжем еще один ряд, последний, это у нас 11-й ряд, и в нем у нас будет 6 убавок подряд. Здесь можно маркер не ставить, вяжем, просто считаем. 1 убавка, дальше 2 убавка, 2 петли провязываем вместе, 3 раз 2 петельки провязываем вместе, это 3-я убавочка, дальше 4-я убавка, 5-я убавка, и 6-я убавка. У нас осталось в ряду 6 петелечек. Вот такое небольшое отверстие. Сейчас можно добавить еще холофайбера. У меня она мягковатая получилась. Сейчас буду еще добавлять холофайбер. Для этого можно использовать какую-нибудь палочку, например, китайскую, или, например, ножнички. В общем, любой предмет остренький, которым можно протолкнуть холофайбер внутрь. И вот так понемножечку его добавляем. Нам осталось закрыть только вот это отверстие. Отрезаем ниточку. Вытягиваем вот этот хвостик. И теперь у нас осталось 6 петелек. У каждой петельки 2 передние и задняя стеночка. Вот мы за одну стеночку вот так цепляем и протягиваем ниточку. Вот так. Следующую петельку точно так же. Находим эту петельку, цепляем и протягиваем. И так все петли. До тех пор, пока закроется отверстие. Ну, вот осталось еще одну. И отверстие уже будет закрыто. И подтянули. Все, донышко закрыли. Теперь вот эту ниточку выводим куда-нибудь, например, под плавник. Цепляем и протягиваем.
И здесь нужно закрепить, сделать узелок. То есть за какую-нибудь вот соседнюю петлю цепляем, делаем узелочек, как петельку, вот так. Затягиваем и убираем хвостик внутрь игрушки. Каким образом? Вставляем крючок где-нибудь подальше, делаем вот такую петельку, цепляем и протягиваем внутрь. И хвостик. Все. Все, наша игрушечка готова. Такой у нее веселый хвостик, плавнички. Всем приятного вязания. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании игрушки.